Во времена, когда мотопроизводители идут ноздря в ноздрю, когда рынок заполнен достойными, равными по силам аппаратами, компания, чуть ли не последней вступившая в эту гонку, в очередной раз аннигилирует всю мотоиндустрию своим детищем. И это оправдало себя. У компании Kawasaki все было для построения этого зверя. 135-летний опыт в разных отраслях, начиная от судостроения и заканчивая авиакосмическим подразделением. К примеру, в 1941 году компания Yamaha производила отличные рояли и пианино. Фирма Suzuki выпускала лучшие ткацкие станки, а Honda тогда ничего не было известно, а компания Kawasaki в это время выпускала авиационные моторы мощностью 850 и 1000 лошадиных сил для японских истребителей, которые давали прикурить американским пилотам в небе над Перл-Харбор. Для новых скоростей аэрокосмическим отделением был разработан уникальный обвес, похожий скорее на обвесы MotoGP, с антикрыльями для лучшего прижимного эффекта. У того же подразделения была позаимствована технология привода на крыльчатку турбины нового H2R. Пиковое вращение коленчатого вала равняется 14 тысячам оборотов в минуту. Обороты же крыльчатки, благодаря особенностям конструкции привода, достигают отметки в 130 тысяч оборотов в минуту. К слову, крыльчатка суперчарджера формируется с алюминиевой болванки на специальном пятиосевом станке. Для достижения экстремальной мощности очень важно предотвратить преждевременное воспламенение. Антидетонационная технология, используемая в построении H2R, была позаимствована с 18-цилиндрового газотурбинного двигателя Green. В Японии Kawasaki является первопроходцем в роботостроении с более чем 40-летним опытом. Рука-робот внес существенный вклад в построение высокотехнологичного шасси H2R. Сделанные рукой роботом швы дорабатываются высококвалифицированным специалистом Kawasaki, который завершает высокоточное изготовление. В отличие от любой другой серийной модели, Kawasaki H2R собирается вручную для достижения более высокого качества сборки. Ручная регулировка зазоров клапанов является ярким примером высокой точности сборки. Специальные регулировочные шайбы, требующие вдвое большей точности, были необходимы для высокой выходной мощности двигателя. На заводе Kawasaki в Акаши для H2R отведено отдельное место для сборки. Высокое внимание к каждому этапу сборки обеспечивает превосходную производительность и качество. Уникальное отражающее как зеркало покрасочное покрытие достигается благодаря химической реакции с использованием слоя из чистого серебра. Естественно, все это укомплектовывается лучшими комплектующими на рынке, как, например, гоночной подвеской от KYB, электронным рулевым демпфером Öhlins, тормозной системой и гидравлическим сцеплением от Brembo, проскальзывающее сцепление и трансмиссией типа Dog Ring. После всего этого остается лишь один вопрос: как же быстро может ехать этот монстр? Ответ на наш вопрос дадут топовые мировые мотожурналисты. Этот мотоцикл не является гоночным, но способен ехать быстрее, чем мотоциклы MotoGP. Подход к созданию был абсолютно иным. Все это было уникально для нас, и мы хотели построить очень и очень особенный аппарат. Эта штука просто нереальная. Это как прототип MotoGP, но ускорение – это что-то иное. Мой мозг пока что отказывается понимать, насколько этот мотоцикл удивителен и быстр. Вы откручиваете ручку газа и потом бум! И так каждый раз, когда вы ускоряетесь. И да, тормоза. Впечатляюще. Вы можете испытать колоссальное ускорение, которое не подарит вам ни один другой мотоцикл.
Он быстрый. Не то чтобы немного быстрее всех остальных. Он намного и намного быстрее. Мотоцикл отлично показывает себя не только на треке, но и на дорогах общего пользования, устанавливая все новые и новые рекорды. Так, к примеру, Джеймс Хиллер установил рекорд скорости TT на мотоцикле Kawasaki Ninja H2R, показав максимальную скорость около 331,5 км в час. Абсолютный рекорд для мотоциклов, когда-либо ездивших на трассе острова Мэн. Я знал, что этот мотоцикл шокирует меня, но не думал, что настолько. Первые 3 передачи — это просто нереальное что-то. H2R с легкостью расправляется с любым мотоциклом. Вот, к примеру, с какой легкостью он обходит легендарную Hayabusa. Или с репликой MotoGP Aprilia SRT. Или нынешним фаворитом BMW S1000RR. Да что там мотоциклы, никакой серийный автомобиль не в силах ему противостоять, будь то 550-сильная Audi R8 или Bugatti Veyron с 1200 лошадиными силами на борту. Единственный, кто смог составить ему конкуренцию в динамике разгона, это тюнингованный 1350-сильный Nissan GT-R. Но так как это уже не сток, то против его можно смело выставить H2R от ателье Trickstar, которая намерена перешагнуть отметку в 400 км в час, но пока что их лучший результат около 385 км в час. Но и это еще не предел. Совсем недавно пилот под именем Кенан Софуглу разогнал этот мотоцикл до 400 км в час за умопомрачительные 26 секунд. Причем первые 3 сотни он достиг за 8 секунд. Для сравнения, среднестатистический литровый спортбайк за 7-8 секунд набирает 200 км в час. Многие не понимают, в чем смысл этого мотоцикла, и я готов предположить, что Ninja H2R нужен компании Kawasaki прежде всего как визитная карточка. Так сказать, мы можем построить мотоцикл с более чем 300 лошадиными силами, который будет и управляем на треке, и устойчив на запредельных скоростях, ведь прошло уже почти 2 года, а ответа от других производителей так и нет. Да, Kawasaki в очередной раз дали всем прикурить. Видео сделано при поддержке паблика Freeriders, только уникальный и оригинальный контент. Ставьте лайк, если это видео было вам интересным, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми видеть новые работы. И обязательно посмотрите наш ролик об острове Мэн и топ-7 самых быстрых серийных мотоциклов в мире. А с вами, как всегда, был Мото Вики. Заглядывайте почаще.